Евросоюз вложит 1 миллиард евро в... Заснул или просто дал глазам отдохнуть? Во время вступительных речей на саммите КОП-26 президент США Джо Байден задремал. Американский лидер неоднократно закрывал глаза, прерываясь лишь на общение со своим помощником. Выступая со сцены, Байден отметил, что в борьбе с изменением климата больше нет времени сидеть сложа руки. Очевидная дремота президента снова запустила в соцсетях хэштег «Сонный Джо». Разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата. При этом ЕС обязался к 30 году сделать как минимум 100 городов Европы углеродно-нейтральными. Также свыше 80 стран мира, включая 27 государств ЕС и США, объявили о намерении сократить выбросы метана на 30% до 30 года. Сокращение выбросов метана – одна из самых эффективных вещей, которые мы можем сделать для снижения глобального потепления в ближайшем будущем и его удержания на уровне 1,5 градусов Цельсия. Это самая легкая задача. Речь идет не только о периоде до 50-го года. То, что мы собираемся сделать в период до 30-го года, существенно повлияет на то, сможем ли мы выполнить наши долгосрочные обязательства. И одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать в это решающее десятилетие, чтобы сохранить 1,5 градуса в пределах досягаемости, это как можно быстрее сократить выбросы метана. По оценкам экспертов, наибольшее количество выбросов метана в мире – результат энтеральной ферментации продуктов жизнедеятельности животных и только затем выделения нефтегазовой промышленности и мусорных свалок.
примчали мои резинки. Поэтому сейчас попробуем поставить оригинал. Смотрим, что получится. Ну, плотно как села. В прошлый раз я ее крепко насадил. Прям вообще не хочет сниматься. Ни под каким соусом.
неудовлетворительная. Ну, как бы кнопка-то работает, в принципе, но тактильно очень плохо ощущается. Поэтому будем ее лечить, если получится. А я сомневаюсь насчет качества резинок. Продавец просит отзыв, но я как-то не тороплюсь, скажем так. Общение было такое себе. Вот я не люблю, когда так общаются. Поэтому я к отзыву еще приложу как бы качество самого товара. Посмотрим. Служба работала тоже не очень быстро доставки. Вот, поэтому... Ну, в принципе, можно было вчера еще забрать, но я вчера занят был. Вечером уже не хотелось никуда идти. Поздно было. Здесь и недалеко. Спешки особо не было. Вчера все равно стримить не получилось. Аудио убираем. Так, ну, собственно говоря, все. Удаляем нестандартную резинку. Ставим стандартную. Ну, она нормально себя показала, но могло бы быть и лучше. С интернетом что было? Да, это позавчера было что-то с интернетом. Пропал, занят был. Чатик сейчас включу.
ты опять за свое. Да, пришли резинки, поэтому нужно попробовать поставить. Я заказал китайские резинки. Ну, брал у перекупа по местному. Не из Китая. Для сравнения. Вчера обзоры от журналистов вышли по елде с геймплеем. Отличаются резинки, я вам так скажу, ребята. Отличаются. Ну, вы не увидите это на камеру. Но я вижу, вот. Структура отличается. Сейчас тактильно попробую заценить. Чуть-чуть жестче она. Ну, даже не чуть-чуть, а жестче. Жестче. Китайская резинка жестче. Оригинальная мягче. Ну что ж, будем ставить. Будем пробовать. Обзоры. Ой, блин, сори. Ну и что там журналисты рассказали? Антихайп. Антихайп Elden Ring Edition. Жестче резинка. Вот она чуть-чуть, но жестче вот чувствуется. Я же говорю, так тактильно прям вот. Прям тактильно чувствуется, что она жестче. Другая чуть. О, кайф. Как же она работает. Блин. Какая радость. Кнопка А работает. Так, ладно, сейчас попробуем поставить. На место все. Блин, неудобный стул я себе взял. Надо было более, другой стул взять. Неудобно сидеть. Неудобно сидеть, вам показывать и самому делать. Он такой больше, это для стрима в основном длинных у меня кресло. Когда падаешь назад и сидишь там.
Like a boss. https://yoetu.b/rthu. Сейчас мне нужно наживить пару винтов. Чтоб прокладка не уехала. Блин, она так работает. https://yoetu.b/kpqv2 умубу этот в 4К. А мне нет 4К. Где я возьму 4К? So welcome to early access preview. This area is the north part of the area. This part has been sectioned for network test, but it's still absolutely massive. I'm going to show you my favorite route through this place, but yours will be different. Oh yes, tarnished are we? Come to the lands between the elder. Нет, так, наверное, не очень интересно. So welcome to the early access preview of Elden Ring. This area is Limgrave, or the north part of it anyway. This part has been sectioned off for the network test, but it's still absolutely massive. Извини, что and отвлекаю. I'm going to show you my favorite route Не, through this нормально, у place, меня есть время. but yours will be different. Oh, yes. Тем более мне интересно. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring, hmm? Of course you have. In the interest of time, I'm going to keep exploring, but I'll continue the NPC dialogue in the background. But I'm afraid you're plumb out of luck. You're maidenless, a bit player, fully divorced from the strength of runes. Feel free to go off and die in a ditch somewhere. So that guy's rude as hell, but he ain't wrong. The game has just started, but you should probably be prepared to be put straight in the dirt. Yeah, so if you think you can beat this guy first time, then you're a better player Sentinel. than I am. From Software aren't passing up this opportunity to remind you what kind of game you're playing. Спойлер, спамить атаку в прыжке Luckily, надо. there's a ruined church nearby. Вовка уже and поиграл. You're gonna see why it's Здравствуй, ruined in a Артемий. minute. Здравствуй, Because Владимир. he can't get in there, but he can destroy it. Parts of the environment are destructible now, and it has a gameplay purpose as well, because you can actually get up there after he destroys it. Pretty cool. Ой, блин, господи, тут это Эстус как в третьей. Это не босс. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale,
purveyor of fine goods. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. А A белки на crafting оружие kit менять allows you to можно. make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. Goodbye. Nice to do business. So buying the crafting Данж один kit был from прикольно Carly is спрятан. highly recommended. I'm making some bone knives now from animal bones that I found out in the world, and that's how you craft most of the items that will be familiar to you from Dark Souls, like fire bombs or prism stones. You make these things from the materials that you farm out in the world now. I also just equipped a spirit summon. That's another thing I bought from Kale. Spirit summons are items. They use FP to cast, and they Магия summon имба. spirit helpers. You'll see them soon. So right there, I performed a guard counter. You do this by blocking an attack, then following up with R2. It does a lot of damage. It does a ton of posture damage and allows you to get a critical attack often. Highly recommend getting the hang of that. Okay, another thing I'm getting the hang of is the range of Carrion Piercer, one of the spells that the Sorcerer Knight starts with. Sorcery is strong. It's balanced. I like it. See that statue on the right? That's a statue of Marika. It's essentially another type of checkpoint. You'll see them in difficult areas. If I was to die in this area coming up here, then I'll spawn back there instantly. One thing that'll help keep you alive is stealth. You click in Призывные the духи L3 боссом button баланс and выбивают you can бодро. sneak around. It's Имба. super important for Толпой areas like босса this гасишь, because a он lot of станлок enemies быстро here уходит. will alert nearby enemies and it can get out of hand pretty quickly. Ну, игра легкая, да. I'm making my way to this. This is a map fragment. Very important. The map is just a blur without it, so don't go past without getting this. So there's a reason why you're probably going to want to stealth through this camp. That horn. А мне кажется, Most enemies боссы here carry ослаблены it, and спецом. it alerts the entire camp to your presence. It's for situations like this, I think, that spirit summons were designed. These wolves act as a distraction, allowing me to cleave through enemies more effectively. I'm doing some pretty good damage here, but as soon as the wolves die and everyone turns to face you, you kind of realize you're hopelessly outmatched. So spirit summons can also act as a distraction for you to leg it instead. Spirit summons can be very powerful. Ну, интересно, прыжок Remember, остался you на can той же only кнопке, Как либо на из другой? детства. Nearby, these threads of light guide us to our third site of lost grace. This is a really important one to visit. Делаешь блок и потом атаку, считаться контрудар. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Изумрудный вестник. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. То есть с щитами можно But играть. you, То, что I am показывали, afraid, как блачет щитом, are стамины maidenless. тратилось мало. I can play the role of maiden, turning rune fragments into strength to aid you in your Ну, search в принципе, for the драки elven показались ring. легкими, но он говорит, что видишь как. Пока волки танкуют, у тебя все в порядке. Then it's settled. I bequeath to you this ring.
Use it to traverse great distances. It will summon a Трещиты spectral steed бесполезные были. named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Now we have our mount, Torrent, who can take us to some points of interest on the map. I just marked 3 beacons. We'll head there now, but first, mounted combat. So I could go on for a really long time about its new mechanics and its Но new я control тебе scheme, сказал про but этих духов for now, выше. can I just say, I love it. I think it adds so much depth to this game. That was so much fun. My god. So make sure you visit Melina. She also lets you level up. Share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. This is Groveside Cave. In my opinion, it На is этой книжке perhaps можно the most запрыгнуть important куда early угодно game вообще. location that you can visit. The enemies aren't too difficult, but the rewards you get. Ну, скорее всего, она Insane. будет использоваться в спидранах, чтобы попасть куда-то. Короче, вроде прикольно все это. Да ладно. Все-таки растопили твое сердце. This is the first reason we're here. The Twin Blade. My weapon of choice in this network test. You'll see why. So that was a jumping attack. You can do jumping R2s and jumping R1s as well. They are very good for breaking enemy posture and also Миядзака knocking смог some enemies тронуть out твое of the сердце, air. сердечко. You Опять. can also do running Опять R1s потревожить твое and сердечко. running R2s. So fire grease is one of the better craftable items I've found. It just requires 2 things. It requires root resin found near trees and smoldering butterflies found near wildfires. It's very good against this Еще Bloodborne-esque раз, boss. я хотел чек новые, но негатива не было к билде, чего-то нового тут я прям не увидел. Ну, тебе верховая езда, карта, So you're псевдооткрытый probably мир. starting to understand why I like the Twin Blade. Its default weapon art is very strong, and it even stun locks this boss. On the left side of the screen, you can see Beastman what weapon of art is Farum currently Azula. active. The Twin Blade's default art is called Spinning Slash, and it's active because I'm two-handing the weapon. If I was to one-hand it and have my shield in the left hand, I would use my shield's weapon art instead. Не, просто помню, что ты как бы да, так сомневался. Не, я в принципе тоже, я говорил, что будет, ну, Beastman drops какой-то the Viridian дополнительный and the материал, Medallion, скорее which всего, increases выйдет your maximum stamina. But перед that in релизом. the Так оно и chest получается, is why we're видишь, here. как The дают инфу flask of какую-то. wondrous physic. So let's return to a site of grace and check it out. Conveniently, this beam of light will appear at the end of every dungeon, allowing you to easily warp to the surface. Hopefully this frees up a little bit of design space for From Software, allowing them to design deeper dungeons that don't need to loop back around. Anyway, now we have the ability to mix wondrous physic Что? at a site of lost grace. Here you combine tears that you find out in the world to create a potion with custom effects. Now, we only have one of these flasks, but you know the best bit? These replenish when you sit at a site of lost grace, so you'll get a ton of use out of these. Here I'm picking up some ruin fragments. These shards of stone are believed to have once been a part of a temple in the sky. These hollow enemies digging in the ground and wandering the lands between are former nobles. According to an item description, they seem to have forgotten what they were searching for, and now wander aimlessly. Elden Ring has this unparalleled Сомнения у gameplay меня flow to it, будут where you до go тех пор, seamlessly пока from я the сам open игру world не into пройду. these tightly Слишком designed много студий dungeons. за This последние second годы one we're exploring, оподлевились. the Все Stormfoot равно это Dark Souls. Catacombs, it feels a lot 10 like a лет Chalice продают dungeon одно и from то же. Bloodborne.
Стойка и парный клинок из DS2. These heavy doors require you to go deeper into the dungeon and unlock them. These dungeons are full of traps and ambushes. You're going to want to keep your shield up, but there's some things that your shield can't really protect you against. The stressful thing is you can hear the enemy chasing me. But the good thing is, I think he gets burnt to a crisp here. Кто-то сгорел в коридорчике. We're in this dungeon specifically to find one of my favorite ashes of war. Тяжело собирать геймпад, и одним глазом на геймпад, вторым в этом. Weapon, shield, catalyst, or talisman. The Twin Blade has a really good weapon art, as you can see, but I believe there's one in here that's even better. And it really suits the sorcerer build. As you can probably expect, every dungeon has a main boss at the end, and sometimes in the middle of it. That last boss looked like it was inspired by Bloodborne, but this one is the nightmare fuel. Он сказал Я вот Bloodborne. только работу закончил, встал пораньше и уже все сделал. Oh yeah, so the Flask of Wondrous Physic that we mixed does two things. First, it restores my health, but then it also gets rid of it, because I explode. But the explosion does way more to the enemy than it does to us. So on the left side of the screen, there's a Ну, он little symbol, готовился к looks like a стриму. gravestone. Я не думаю, что он This так lets you know сходу that you прям can все summon пробежал, help. такой And once бодрый. again, these wolf boys are a very powerful tool. Maybe too powerful. I'm not really sure where I stand on spirit summons yet. Bosses clearly have a lot of AoE attacks now, and some bosses do just obliterate your summons instantly. But the fact remains, if you want to be at your most powerful, it is going to almost always be a good idea to summon your spirits when you can, because they don't cost that much FP, and they distract the boss long enough for you to do a ton of damage. This one didn't even die, it just dodged out of the way all the time. I'll be Забыл interested to see поставить how этот From Software decides to balance these. In my opinion, they should be световую careful защиту. about making these Ну too ладно, strong, but буду hey, без that's the нее. Dark Да Souls на formula, старте right? все Like, there's будут no умирать, easy mode, это ж but промо. there are in-game ways to make your character more Но я powerful, and пока there не are вижу in-game такого ways прям. to Ну, может быть, find это со стороны так solutions все to легко. difficult encounters, and that is the best way to do an easy mode, so they are a cool addition in that regard. So, anyway, what we just got is an Ash of War, which you can designate to a weapon here at the bonfire. They're really interesting. Ashes of War add a Секиро different со weapon art стороны or легко. skill to your weapon. That's what this one is. It summons four Ну, homing я бы не missiles сказал, that что stay with you секира со even on стороны horseback. легко. Look at this. Судя This по is тому, как powerful. ты отлетаешь периодически. Maybe too powerful. You'll see what I mean later on in the video. But the other interesting thing about Ashes of War is that they can also be used to easily Если ты assign даже носом scaling крутишь to на your стриме, weapon. то This явно Ash of нелегко. War, the Glint Sword Arc, for example, let me choose between keeping standard scaling or intelligence scaling. Every Ash of War is like this, and the best thing about it is it lets you be more flexible with your build, whereas in Dark Souls Так, you все had to стало go to идеально. Andre and smith your Кнопки weapon работают тоже appropriately. хорошо. The worst part is that В итоге now нужно your было просто scaling, оригинальную your резинку ideal заказать, и scaling, все. might И be locked на этом behind a все weapon школьные art you приколы don't want to закончились бы. use. Но школьник всегда ищет себе Hitting that turtle gave me one of the Приключения. few frame drops I think I've ever seen while playing this game. I mean, you guys can see for yourselves, it looks and plays great on PlayStation 5. And roaming the open world, Конечно, man, буду just умирать. the amount of content in here is staggering. So many bosses and places and NPCs. You must be the new Tarnished. You do well to steer clear of a gill like fledgling. прикольная шляпа у чувака. Dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. Mounted combat is really fun, and it's one of the places where I feel like sorcery shines quite well. Specifically because you can target their horse and knock them off ну that да, way я не and могу then пока. fight them with the advantage of you being on your horse. But the really fun way to fight is by doing jousts, and you can tell the enemy AI is coded to engage in jousting with you.
Because you can charge attacks, the timing aspect is just as important as your reflexes and also your creativity while you fight. You know, different weapons have different timings and different charge attacks, and you can use a variety of spells, some of which knock them off, or you can use a bow and arrow while you ride, and even sleep arrows to Класс. put them asleep while they're Наконец-то on кнопка horseback нормально and работает. win that way. There's just a lot of Видел с flexibility коняшкой and штуку. creativity in the ways Дракон you prefer огненную волну to do combat. пускает по земле и перепрыгнуть This is a тип carriage that можно has на some коне really ее. good loot at the back if you can steal it or take out that huge group of enemies, but for now we're going to go to the post-town remains. And this is where the horse's double jump really shines. Sometimes it's surprisingly useful to get on top of a tall structure so that you can see everything that's below you. This lets us see the remains of the town, and it reveals that there is a staircase in a little room that cannot be accessed unless you jump that direction or you jump over these fences. If you were on foot, you might never have found it. Pumpkinhead. He's aptly named, and his head is actually completely immune to damage, which can definitely screw you over depending on the weapons you're using. He also makes short work of our summons. Улетел. So you'll see that summons aren't always super useful. Да, самоны, видишь, они агрят хорошо. Что, брат Сигварда. One thing it took me a while to remember is that, you know, like Dark Souls, shields are very, very effective. Rolling through everything might get you killed more often than not. Interestingly though, a lot of bosses now inflict a bleed effect, I've noticed, so you can't just rely on hiding behind your shield all the time, or that bleed effect is going to get out of control. Another advantage of two-handing weapons I found is that it deals significantly more posture damage. Posture is now this weird blend of Dark Souls and Sekiro, where it's this invisible meter that you build up, like in Dark Souls, I guess. But unlike Dark Souls, it builds up on them regardless of whether they're blocking. So, for example, any boss that you're hitting is probably taking posture damage, and depending on the weapon you're using and the nature of the attacks you're doing, you might open them up to a critical attack. It doesn't happen against this boss, but it's definitely worth keeping in mind. А скажите, другие журналисты сделали тоже уже какие-то ревью, или только этому дали право на такое эксклюзивное интервью? Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. This is Sorceress Celine, an NPC who appears here in the network test, but I guess it's unlikely she'll be here in the full game. She sells a few decent sorceries, but the real reason we're here is for that lore, and she tells you some good stuff about glintstone sorceries and how it differs from sorcery in Даже the Souls стримили. games. Ничего Our себе. art draws upon the powers embedded in Просто я вообще с glintstone. Sony, ну But what точнее is the этих, nature of such power? Бандай Намка не Glintstone узнаю. is the Смелый amber шаг. of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality, while glintstone contains residual life and thus the vitality Мне of the сказали, что stars. стремили, It should за not be что купил, forgotten. за то и продаю. But glintstone sorcery is the study Я of the думал, вы stars видели. and the life therein. Я видел видосы на While roaming ютубе. this way, you might come across the Black Knight guarding the bridge. He only appears here at nighttime. Ну там also не very полное difficult, прохождение, so we'll или continue. все-таки люди уже We могут, have наверное, time to look at полностью this. пройти, или это It's a sort демка? of dung beetle, a sparkling one that gives Блин, items, если они and демку they can be выпустят, found это all вообще across the будет lands огонь. between. Oi! You there? Could you help us out, Cal? Make sure you visit that grove of trees when you finally play this game. For us, now though, it's time to breach the Storm Gate and head towards Stormvale Castle. Чуть-чуть подтяну Stormvale винты. Castle is the first Там в legacy dungeon определенный in Elden Ring. момент It заканчивается blocks your игра. access to Там the next лестница section of вроде the open какая-то. world, and it's sort of like a traditional Dark Souls dungeon in the sense that it's this big, tightly designed space where you can't use your horse. Breaking through here can be very difficult if you take the time to fight. And even if you take the time to loot, it can quickly become a really epic chase sequence.
Усыпить можно гиганта этого There are стрелой, so many для curiosities козлов and points of короче. interest hidden around the place. You'll miss a lot if you just follow the main path. Ну, это ты знаешь, как бы ты This себе isn't really an спойлернул open это. world like Там, может Ghost быть, of тебя Tsushima or этот The Witcher гигант or Skyrim, where it's a lot of really vast имел бы distances хорошо. feeling Елдаринг, и vast там and making видосы the world вышли feel huge. 16 часов So назад, far, I'm штуки impressed with 3 how densely дефис 4 populated я the нашел. area is with intriguing things like these one-eyed snake statues and the Everjail that they guard. Говорит гигант этот тебя, пфффффффффффффф. Foolishly, I think I forgot to sit at a grace before I fought Bloodhound Knight Darrowil, and I'm low on Crimson Tears, and I'm very low on FP, and FP is kind of what I'm relying on to do most of my damage with, since I haven't taken the time to upgrade my weapon. Interestingly, this is a Такой boss кайф, fight where you ребята. can't Это use такой spirit кайф. summons, Рабочая so кнопка there are А. going to be boss fights where you can't use that as a crutch. Not that I could summon them, anyway, with no FP. Feeling a bit desperate, I decide to play this really defensively, seeing as I have basically no health left, but he is doing only physical damage. The thing I forget is that he's also doing bleeding damage. Играю. Of course, when you die, your runes are left behind at your point of death. They even show up on the compass, which helps you to find your way back to them. Ours are in the Everjail, with the Bloodhound. I wonder why he's locked away in here. Luckily, we can choose to respawn at a statue of Marika. At first I thought I would be against these, but when you realize how vast the open world is and how tedious it would be to ride back to everything, they are a nice convenience to have sometimes. This time we go in with full FP, and I can show you why Glintstone Arch. Хорошо is such a собрал в good этот weapon. раз. Вообще нигде не люфтит. Хидетака ему лично звонил и предложил пройти игру раньше всех. Не, я весьма сдержанно на самом деле отношусь, вот, но... Yeah. So, weapon arts, or skills, or Хранитель ashes бездны of war. похож. Whatever you call them, Удар в they're удар. powerful. Хранитель Especially the бездны. magical ones, and Только especially меч when не you горит. consider that they get more powerful when you upgrade your weapon, and I haven't upgraded my weapon yet. You can get weapons to +3 in this beta. Weapon arts need to be powerful if they're going to be used by players. I feel like a lot of the weapon arts in Dark Souls 3 and Sekiro just weren't used because they weren't powerful. It's a difficult line for From Software to walk. If I had to give one recommendation, it's that weapon arts should cost a lot more FP. That way they're still powerful and people will use them, but there is a drawback. Right now, why would I use sorcery or faith if a weapon art can do the same thing? And a weapon art doesn't even require me to invest stats into it necessarily. But I'm curious to hear what you guys think. According to the Elden Ring Twitter, long ago, in the time before the Shattering, wolves dared not roam the lands between. Now, they're everywhere, apparently appearing out of gusts of wind. There is a lot of lore in the network test, but the thing is, I think enemy drops have been tweaked so that they don't drop, their related items and weapons and equipment. So there is a lot of lore in the network test in the items, but getting lore for a specific enemy has proven quite difficult. You might have noticed now sitting at this grace, there's a new option that says About Grace. With this, you can ask Melina a little bit more about graces and sometimes a little bit more about herself. Me? I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Erd Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the Finger Maiden, Хитрому Хидетаке yet can offer понравился no ход guidance. хитрого I Артемия am no Спокон. maiden. My purpose was long ago lost.
We're nearing the end of Elden Ring's first open world and the start of its legacy dungeon. Marking this transition is our first mandatory boss. The difficulty of this boss is what drove me to create such a powerful character this time. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Со стороны игра кажется легкой. Flame of ambition. Я такого челленджового тут ничего не вижу. Someone must extinguish thy flame. Let it be Margit the Fell. Margit the Fell is tough. He has a lot of attacks that Но он come говорит, out at типа, a moment's крутой, notice. да, tough. A lot of gap closers that can catch you while you're trying to heal. Magic the Fell, oh When I my. finally beat him for the first time, it was with a way weaker greatsword build and no summons. The only way I could manage it was by delaying his second phase as much as possible and making sure I broke his posture within it. Но он опасается его, видишь, он говорит, надо быть осторожным. Вторая фаза, там все дела. Чё у них у всех руки какие-то из жопы растут? Это уже второй босс такой, который я вижу. Опять же он взял парный клинок. Я глядел, что парный клинок поможет сильно. Он станлочит еще, он говорит, типа, станлочит неплохо. Ну видишь, как бы эту интерфейс DS3 остался. Да? Может быть, чуть поменялись эти полосочки вверху. Будут ослаблять по любасу. Нерфить, думаешь, будут? Smoldering with thy meager flame. Cower in fear. Жаль, озвучки русской нет, ей-богу. Но я думаю, такая игра без внимания не останется. Я думаю, Game Voice рут, они That's the end of this возьмутся. first preview, but there's a lot more Elden Ring content to come, so subscribe for that. But beyond that, there's a lot more content in this test that we weren't allowed to access. So that's something to get truly excited about. Thank you to From Software and Namco for helping me get access to this, and thank you for watching. Перевод геймплея на русский язык. Ну, это, блин, лихо. А там же и патчи на DS3 были, что ты опали, что ты ослабляли. Ну, я видел, ну, последний давно ж был. В последнее время ничего не было. Там вот какого года патчи? 2017, по-моему. Меню на русском есть и хватит. Не, я все-таки хотел бы от этих ребят услышать озвучку классную. Они молодцы. Чтоб прям не отвлекаться. Полностью погружаться. Так, заодно чуть протерли пад. Клавиатуру зацепим. Он за сюжетом идет в Елду или за разрывом одного места. Осуждаю. Ну, я вообще надеюсь, что все-таки как бы они уже что-то сделают, чтобы уже не было этих васянских видео, которые там растолковывают сюжет и так далее, рассказывают, там догадки какие-то строят, конспирология там всякая. Что-то порядком поднадоело.
чтобы можно было адекватно увидеть, услышать и не слушать там вот посмотри ролик тот или посмотри тот, а там трехчасовой видос, где там чувак рассказывает, что он догадался, что вдруг там что-то как-то где-то. Ну, в общем, я в любом случае приветствую. Тем более японцам есть что рассказать, судя по нее. Я бы хотел это от них услышать. Было бы здорово. Не, ну, как бы серия успешная, поэтому ей нужно человеческое лицо. Пока игра выйдет, ее на ютубе уже пройдут. Ну, не знаю. Я вот не знаю, что как и будет. Скорее всего, может и так случиться. Будет весьма печально. Вот. С другой стороны, можно будет самому посмотреть и уже решить. То есть и плюс, и минус. Минус то, что тебе сразу тактику покажут. То есть по какой нужно работать, как нужно играть там и так далее. С другой стороны... С другой стороны... Выше ноги. Не, зарядки сейчас не будет, говорю сразу. Встали в середину, ну, раз, два, три, четыре, раз, два, на месте шагом, раз, два, три, четыре. С другой стороны, можешь полностью продукт посмотреть. Раз, два, три прихлопа, раз, два, два притопа, раз, два, выше ноги, колени не сгибать, раз, два, и, оп, ап, оп, ап, ап, оп, раз, сели, встали, сели, раз, два, хорошо, а теперь переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же. Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Пасть порву. Знаешь. Флешка вчера приехала еще. Но она какая-то, блин, совсем печальная. Даже не знаю, что с ней делать. С этой бедой. Можно софт какой-нибудь взять под нее. Попробовать. Ну, я думаю, флешка приехала. Это неудачная партия была. Ну, сейчас попробуем. Может быть, может быть, может быть. Флешка есть.
С ней ничего сделать нельзя. Не, вот формат можно сделать. Нет, говорит, нету. Нету у тебя ничего. Ну, эта утилита пару раз помогала, но, честно говоря, неудачная, видимо, партия была. Я помню, она вся покрылась мхом. Боже, как же я счастлив, что у меня кнопка А заработала. Просто шикарно. macOS X. Как это понимать? Не, device not supported. Ну, в принципе, да, раньше старая версия работала так. Давай посмотрим, поддержка, программное обеспечение. Неплохие флешки Elite. Тоже сталкивался с ними. Программное обеспечение легко устанавливает данные на картах памяти, USB, флеш-накопитель, книжки. Не, мне это не нужно. Drive Pro Tools, программа, можно просматривать, управлять видеороликами, записанными на автомобильный регистратор. Так, это не то. С помощью Drive Pro Body Toolbox вы можете управлять видеозаписями, изменять настройки. Твердотельные накопители. Ну, видимо, флешка все. Бывает так, бывает. Форматнуть ее нельзя. Даже не знаю, что с ней делать. Не знаю, внешне она абсолютно рабочая. Я не знаю, что с ней произошло. Тем более она новая. Но по ходу дела, да, стала раком. Раньше такие флешки меняли без проблем. Ну, не разобранные, естественно, а так. Если с ними что-то происходило, сейчас никто уже ничего не поменяет. Поэтому... даже не знаю. Если что-то с ней делать, то... даже не знаю производителя, который что-либо так адекватно ответит по этому поводу. Уничтожаем чип, чтобы не восстановили данные. Там ничего не было, но
принципе, уже стандартная процедура. Ладно, ребятки. Геймпад починен, резину поменяли. Спасибо за ролик, было интересно. Я надеюсь, еще увидимся.